Всем привет, друзья, с вами я, Black Bunny, и да, на мне новая форма Na'Vi, поэтому пишите в комментариях, как вам обновленный дизайн нашей джерси и идет ли мне эта форма. У нас появился новый игрок Моноси. В силу того, что Илья находится в Москве, а мы как бы в другом культурном городе, поэтому мы решили позвонить ему по скайпу и немножечко с ним пообщаться. Привет, Илья. Здравствуйте. Ты серьезно? Если бы сейчас мы не записывали бы это интервью, чем бы ты занимался? Я, наверное, бы сидел с пацанами в TeamSpeak, играл в PLC, стримил или просто обычно фейс. Такое. Давай как раз с тобой поговорим про КС. Во сколько ты впервые сел за ПК, чтобы поиграть? В ПК, за ПК я сел в 6-5 лет. Вот. С чего началась твоя история знакомства с КС? Вот вкратце расскажи. Ну, у меня брат играл в 1.6, ну, увлекался. Ездил на какие-то турниры, на ланы. Ну, я за этим следил, когда он играл дома. И потихоньку тоже играл, пока, когда он не был дома, там гулял, например, я играл. Вот. Ну и потом вот так потихоньку. Слушай, а вот на этапе начальном знакомства с КС он как-то тебе подсказывал, помогал, делился опытом? Ну смотри, у нас был один общий ПК, наверное, у всех так было вообще. Типичная история. Да, и приходилось там по 2 часа садиться, вот. И потом появился ноутбук, я играл на ноутбуке в CSGO, я апнул Global на нем. Сколько тебе было лет? Мне было 10 лет, я апнул Global. Во сколько ты апнул 10-й левел Faceit? Я апнул в 12 лет. Вот я как приходил со школы, если было свободное время, то я играл. Я не ходил на улицу, у меня родители выгоняли на улицу. Это вот у всех так было, 100%. Выгоняли меня на улицу и говорят, иди погулять, с нами дома сидишь, вот играешь. Портишь зрение, погуляй с друзьями. Да, я играл, можно сказать, по 10-12 часов. Когда ты играешь с ребятами в команде, они наверняка слышат, что в команде есть молодой боец. Как обычно реагировали? Да, в принципе, нормально. Я играл вообще с таком. Ну, с таком как бы легче. То есть ты общаешься с своими ребятами, они тебя понимают, знают, кто ты. Так, если попадаются какие-то ребята, ну, незнакомцы на фейсе, можно так сказать, то они, конечно, могут воспринимать не так меня. То видишь, что школьник, голос еще не... ну, да. И... Не пораженного кайсера. Да, и, могли там помашнить немного. А тебя это не обижало, потому что, это довольно-таки несправедливо. Ты, скорее всего, давал какие-то хорошие колы, дельную информацию о своей команде, но они не воспринимали всерьез только потому, что ты маленький. Тебя это не обижало? Да нет, не обижало. Если они меня там обзывали или оскорбляли, то есть я дальше давал инфу. Я хотел просто выиграть. Вообще было пофигу на этих ребят. Просто хотелось выиграть, и все. Я дальше давал колы, то есть, да. А как сейчас уже реагируют, когда узнают, может быть, что говорят? Да сейчас вообще, сейчас все хорошо. Меня узнают, пишут там, распишись там. А ты обычно расписываешься? Раньше расписывался, сейчас нет. У меня каждую неделю лимит. Вот этот лимит, когда на комментарии. Я не могу выставлять всем комментарии, а там много людей просят, вот. А так сейчас все хорошо, меня узнают, слушают мои, можно сказать, слушают колы. Все отлично вообще. Ты вот говорил о том, что вы там с братом иногда спорили из-за ПК, потому что он хотел поиграть, ты хотел поиграть. Как вы договаривались в целом? То есть у вас был какой-то график или, возможно, на бартерной основе? Я подходил, жаловался маме, говорил, почему не в ПК поиграть? Она в итоге его отругала, он дал мне ПК и все. Вот так было. В целом, как относились родители к такому вот увлечению в столь раннем возрасте? Ты вот говорил, что выгоняли на улицу, говорили, иди погуляй, хватит сесть за компом. Как ты с ними договаривался? Смотри, вот на начальном этапе, конечно, они видели вообще в этом смысл играть в КС, то есть они думали, что это просто игра, а потом, когда брат увидел, то, что я уже расту, можно сказать, в КС в плане скилла, и он уже начал объяснять родителям, то, что он может что-то, вообще что-то попасть в команду, там, как-то объяснял, не знаю. Вот. То есть топил за тебя? Да. Какой, по твоему мнению, самый крутой турнир, который ты видел, и тебе больше всего понравился? Или самая крутая игра? Это когда Simple дал, с девятки вот это граффити, когда он упал двоих, это был, если не ошибаюсь, это был ESL. Даже вот я не помню. Вот этот турнир, когда на мажоре, когда он убил двоих носкопом. Вот этот турнир мне запомнился. Также еще и Краков, когда Даня Зевс выиграл мажор с Гамбит. Да. На самом деле в них никто не верил, он сам это написал, то, что они не готовились к этому турниру, и вот так вот. Затащили.
Да, Что именно тебя привлекло в киберспорте? в киберспорте. Мгм. Именно в CSGO. Да, именно в CSGO. Ну, потом проходит очень много крупных турниров, очень много таких мелких даже турниров. Вот, и, скорее всего, из-за этого игра только держится, потому что очень много турниров, то есть в том же, например, в той же Доте их очень мало, как по мне. Нет таких мелких именно турниров. Ну да, это правда. Вот, и сейчас, то есть онлайн в КС растет, сейчас какие-то крупные обновления, ну, не как крупные, такие средние обновления выходят, и онлайн растет. Что тебя больше всего мотивирует именно в плане развития в киберспорте? Это возможность путешествовать по другим странам, занимать призовые места с командой, какие-то, возможно, инвайты от именитых организаций, медийность или банально финансовая сторона киберспорта? Ну, все в одном, вообще, я люблю и путешествовать. Я хочу, чтобы, хочу очень усердно тренироваться с командой. Ну, вот мне сейчас 14 лет, я не могу играть турниры, у меня нет, у меня есть команда, но я сижу как запасной игрок, можно так сказать. Но я сижу сейчас, просто играю, а мне хочется просто с командой тренироваться, уделять этому очень много времени, но возраст, видишь, мешает. Несмотря на свой столь юный возраст, ты уже успел выступить на нескольких турнирах в составе команды New Balls, которая в последующем стала S-Gaming. Расскажи немножечко, как ты попал в эту команду и как прошли ваши первые официальные игры. В эту команду я попал Лёша Руфайер, тот же, он мне написал, что он хочет меня потестить. Первые дни я тестился на опорнике, то есть мне не нравилась эта позиция, я вообще удивился, что я буду играть на опорнике, но я его в итоге написал, мы это решили, вот в итоге я начал играть на втором снайпере. Первые официальные игры у нас были хорошие, мы выступали на хардкапе, на нашем турнире, показали себя достойно на самом деле. Никто не ожидал то, что мы сможем пройти финал и играть против просто тех же. Примерно в это же время ты залетаешь в видео к одному небезызвестному ютуберу, благодаря которому ты получаешь некую узнаваемость и популярность. Как сам считаешь, чем именно ты зацепил зрителей и тех же игроков? Почему такой вот большой интерес к тебе? Скорее всего, ребята увидели, что мне 14 лет. На то время я стримил, когда я против него попался, и он тоже стримил, и все начали писать в чат Моноси. Потому что ребята уже знали, те, кто знает хардплей, знают и меня, в принципе, потому что хардплей стримил, говорил на своем стриме про меня и так далее. Ну да. И видишь, что у меня 3800 Элла, и мне 14 лет, скорее всего, 14 лет у ребят мало. Элло. И ребята видят, что я хорошо показал в этом матче себя против Мегараша. Я выиграл этот матч, и потом он сделал со мной видос. Вот. А так ребят зацепило, скорее всего, потому что у меня было очень много Элло. Несмотря на все твои достижения в 14 лет, прослеживается такая тенденция, что на про-сцене КС появляется все больше и больше довольно-таки юных и очень перспективных игроков. Как ты относишься к такой тенденции, и как ты думаешь, с чем это связано? Скорее всего, просто сфера киберспорта развивается, то есть очень много талантливых ребят, то есть в свои 12-13 лет, потому что у них очень много времени, и они могут очень много времени уделять КС. Могут тренироваться, смотреть демки. Понятное дело, что они не смогут играть в каких-то командах, но их могут увидеть и там через пару лет уже пригласить в какую-то топовую команду. Потом у нас также открылись, то есть институты, какие-то факультеты по киберспорту. Просто киберспорт сейчас развивается очень сильно развивается. Она уже как профессия, то есть это не просто игра. Да, это не просто игра, это уже как работа полноценная. Смотри, давай вернемся немножечко к твоей медийности и популярности. На своих стримах ты зачастую стабильно собираешь больше 1000 зрителей. О чем вы обычно общаетесь? Что чаще всего спрашивают? Общаемся так, спрашивают, как родители относятся к этому и так далее. Потому что, видимо, тема с родителями, она очень актуальна для многих молодых игроков. Потому что кого-то выгоняют там из компа и так далее. Меня вообще уже не выгоняют, просто знаю, чем занимаюсь. У тебя получается зарабатывать на Твиче? Да, конечно. Путем донатов? И путем донатов, и, может быть, какие-то спонсоры и так далее. Какой у тебя был самый большой донат? Самый большой донат? Да. Именно за один стрим? Да. Я знаю просто какой, поэтому я спрашиваю. 5000 рублей, если не ошибаюсь. 45 000 рублей мне задонатил тип ником ла-ла-ло-ло, я не знаю. На монитор? На монитор, да. Но потом я монитор заказал, такой бело-синий, красивый, и мне приехал черный, грей. Слушай, исходя из таких больших, огромных донатов, ты не думал заниматься исключительно стримингом?
Нет, я хочу именно стать, ну, то есть про-игроком. Я не хочу просто всю свою жизнь стримить. Я запускаю стрим, чтобы показать просто свою игру, пообщаться со зрителями. Так, нет. Была такая информация, что организация Hard Legion тебя подписала как стримера. Мгм. В своем паблике ВК ты ответил, что организация меня пригласила, просто пригласила, я согласился. Как именно тебя пригласила организация и чем ты там должен был заниматься? Наверное, все знают, я общаюсь с Татьяной Синди. Вот, она там работала SEO. Она работала в SEO организации. Мгм. Я с ней очень много общаюсь уже на протяжении там 2 лет. И она видела, как я развиваюсь, и она меня пригласила. Но мы очень сильно поторопились, то есть мне уже сделали такой оверлей, такую рамочку в Hard Legion, и мы очень сильно поторопились, и потом мне написал Амиран. Привет, го играть? Да. А как тебе в целом итоги летнего кемпа? Вот нынешний состав. Нынешний состав, перспективный состав на самом деле. То есть Топа, Бит, Ункер, то есть, все ребята хорошие. Все мы видели твою игру с Зевсом. Попадался тебе еще кто-то из Нави или Нави Junior? Пока что играл, знаю только с Зевсом. Ушедшим игроком знаю. так сказать. Вот, пока только с Зевсом. То есть с ребятами из Нави, с основного коллектива я не играл. Из Нави Junior я играл со всеми. Как тебе наши ребята на боевой арене? Чуваки вообще крутые. Очень хорошие. Чей мапул тебе ближе? Основного состава ПКС или Нави Junior? На самом деле... Я не знаю, какой мапул у основного состава Нави. Они не играют в Вертиго. Тогда Нави Junior. Я знаю, что ты любишь Вертиго. Очень. Вот. У Нави Junior поприятнее мапул. Представь, что ты можешь взять к себе команду абсолютно любого игрока. То есть собрать, так скажем, свой Dream Team. Кого бы ты взял? Кого взял? Вообще любых игроков. Любых, абсолютно. Даже те, кто уже ушел на пенсию киберспортивную. Я бы взял бы себе сначала Капитана, взял бы себе Глейва, Диод, Стрел, взял бы Аслайка, взял бы Сашу Симпла. Хорош. То есть нужен еще Электроник и Ильич. Неплохо, очень неплохо. Слушай, а вот ты сказал по поводу капитанства. Под руководством какого капитана тебе хотелось бы поиграть? С Зевсом, я думаю. Ты уже с ним играл, а если мы берем еще кого-то? Еще кого-то. С Глейвом? Да. С Глейвом. Вот с ними двоими. Да. А с Бумычем там? С Бумычем? Не знаю. Бумыч еще учится. Против какой команды хотелось бы поиграть? Уже прямо сейчас. Например, вот, не знаю, может быть, в целях. Не просто поиграть, а еще ее и выиграть. Я бы попробовал потягаться с Астралис. Серьезно. Я типа ожидала. Я прокался вместе, то есть с ребятами из Фурия, ты знаешь, наверное, их. Я и прокался на тот момент, когда они прям очень сильно зажгли. Мы их выигрывали, конечно же. И хотелось бы... На праках. Да, хотелось бы... На праках, конечно, можно обыгрывать миллион команд. Да, а на официалках, как показывает практика, все происходит наоборот, к сожалению. Да. Хотелось бы потягаться с Астралис. То есть я хочу посмотреть, что вообще ребята делают. Вот. А кто тебе из этой команды нравится больше всего? Вот стиль игры, результаты, его карьера в киберспорте. Девайс. Смотри, если бы не организация Нави, вот за какую организацию хотелось бы выступать? За какую организацию? За Астралис. Смотри, если бы не Нави, за Liquid? Почему за них? Не знаю, на самом деле, мне очень нравится Liquid, как и в Доте, как и здесь. Именно Liquid. Вот если не брать другие команды, то всегда за Нави бы выступал. Помнишь тот момент, когда тебе Амиран написал? Да. Как это было? Это было вообще... Это было, я не помню, вроде бы вечером. То есть через 10 дней мы должны уже были с командой Hard Legion уже там что-то подписывать. Вот. И мне пишет Амиран
ВКонтакте, можно так сказать, пишет. Я, на самом деле, вижу, что он написал: «Привет, Илья, я тренер Нави». Я уже не хочу, я просто... А ты уже просто по комнате бегаешь такой, типа... Я открываю сообщение, вот, и он хотел со мной пообщаться, вот. Какие у тебя были эмоции, вот самая первая эмоция, когда ты получил инвайт от Нави Junior? Кому ты первому сказал? Насколько быстро ты принял решение? Или оно было очевидным? Было очевидным, конечно. Я бы согласился всегда пойти на Junior. Всегда. То есть я отклонил запрос от Хартагион и сразу же пошел. Он, я могу сказать, он написал: у тебя есть какой-то контракт с какой-то другой командой. Я написал: нет. Вот. Я уже готов, сказал. Вот. И я сразу же сказал родителям, брату. Они были первыми. А как отреагировали родители, вот тот же брат, на приглашение от такой крупной организации? Знаешь, родители не знают, что такое Нави. Ты мама, смотри, Нави, и ты сначала забил это все в Википедию, показала, рассказал. Брат знает, он такой: ничего себе. То есть он очень сильно удивился. Вот. Но он обрадовался? Да, очень обрадовался. Как отреагировала твоя организация? И команда, в частности? Именно S-Gaming. Они, конечно, обрадовались. Тоже Леша Руфайер сказал: это правильный путь. Вот. Ты молодец, что сделал именно так. Пошел в Нави Junior. И, Руфайер не жаловался, что Нави Junior забирает у него тиммейта? Нет. Как ты думаешь, почему именно тебя пригласила организация? То есть вот твоя медийность, популярность, она как-то повлияла на это решение? На самом деле, мне кажется, медийность и популярность не повлияла, потому что по словам Амирана, за мной следили уже с лета. Звучит жутко. Если бы не пришло бы сообщение от Амирана: я за тобой слежу с лета, меня бы это испугало. Интервью, он сказал это в интервью. Наверняка твоя популярность и медийность только еще раз подтвердила, что Амиран делает все правильно. Скорее всего, так и есть. Многие зрители не совсем понимают, почему мы взяли игрока из внешнего поиска, который не проходил летний лагерь и не проходил первичный отбор. Тебе часто подобное пишут? Или все-таки больше положительных комментариев, поздравлений? Да больше, скорее всего, положительных комментариев. Писали, что вот какой-то парень, 14-летний школьник, не проходил этот Нави спортскэмп. И, это было сначала, когда уже был анонс, что я в Нави Junior. И сначала люди такое писали. Вот, сейчас нет. То есть положительные комментарии только поддерживают. Есть, конечно, отрицательные хейтеры. Я не читаю комментарии сейчас ни ВКонтакте, нигде. Стараюсь не читать. Потому что есть ребята, которые пишут плохие, так скажем. Что ты незаслуженно находишься. Можно так сказать, да. И вот 22 января у тебя выпадает уникальная возможность доказать всем своим хейтерам, что ты не просто так находишься в организации, так как у тебя была первая официальная игра под тегом Нави Junior. Насколько я знаю, ты узнал про эту игру и про то, что ты будешь в ней участвовать накануне вечером. Предложил мне сыграть, конечно. И сказал: ты готов сыграть? Я такой: конечно. И все. Пошло-поехало. Я знаю, что у тебя уже есть соревновательный опыт и на ланах, и в онлайнах, но, тем не менее, это твоя первая игра под клан-тегом Нави, и ты наверняка понимаешь, что к тебе будет очень пристальное внимание, и любую твою ошибку, неправильный мув будут прям под микроскопом рассматривать и критиковать, соответственно. На самом деле, было немного волнений, так скажем, если говорить честно, было немного волнения, потому что очень много народу смотрело, во-первых, то есть... Да, около 7 тысяч. Да, в том же Твиттере. Цифра не пугает меня, пугает то, что как я бы сыграл эту игру, то есть какой рейтинг был бы. Это тоже волнение, вот. А так, все было хорошо, то есть я играл на командном уровне, да, я мало кого убивал там, так скажем, плохой этап. Да, на какой-то карте хорошо, на какой-то карте нет, да. На трейне хорошо. Я старался играть на командном уровне, вот. Да, все было на ходу, то есть все тактики. Я же не был подготовлен, я же не знаю, как ребята играют. В принципе, это моя первая официалка в команде с ними. Я не знаю, как ребята играют, мне нужно было почувствовать их стиль игры. Вот. И если бы я сыграл бы, допустим, сейчас, я бы уже не волновался так сильно. Использовал ли ты свой лайфхак с жвачкой? Нет, я забыл.
Блин. Честно, я вообще выпало это из головы. Не, на самом деле, лайфхак с жвачкой, как по мне, ну, мне кажется, это все знали. Не знаю, просто когда ты живешь жвачку, ты как бы обращаешь внимание только на КС, у тебя концентрация именно на КС, то есть не на окружающий мир, а именно на КС. Вот. День игры, насколько я помню, это была среда, будний день, тебе, по идее, нужно в школу, потому что ты учишься в 8 классе. Ты ходил в школу? Я как мама. Ты ходил в школу? Вот, я всю ночь, наверное, общался с ребятами, вот, и на следующий день не пошел в школу, и я встал уже где-то в 12 по МСК, в 11, и шел TeamSpeak, вот, и начал разминаться. Несмотря на итоговый результат, ты в целом доволен своей игрой? На самом деле, 50 на 50. Я скажу 50 на 50. Да, это повлияло, конечно, в волнение, вот, и я просто, ну, какие-то легкие фраги я мог делать вообще легко просто, но я не убивал, потому что я волновался, у меня мышка немного тряслась, вот. Но есть такое, ребята, конечно. Вот после игры вы наверняка разбирали ошибки, подводили итоги, смотрели демки. Что сказала Миран вот, по поводу твоей игры? Как отреагировали ребята? Ну, ребята отреагировали хорошо, Миран сказал, ты хорошо сыграл, ничего не накручивай себе, вот. Все было хорошо, вот. А Миран умеет успокаивать. А Миран, вот, хороший тренер на самом деле. Наверняка у тебя уже есть какой-то определенный опыт общения с тренерами ранее. Как тебе Миран в целом как тренер? А Миран очень крутой тренер, на самом деле. Я люблю поговорить с ним о чем-то. Он очень добр ко мне, можно так сказать. Вот. Это пока ты не на тренировках, пока ты не играешь официалки. Ну, я шучу. Амиран хороший, Амиран замечательный. Вы обсуждали с Амираном дальнейшие ваши планы? То есть будешь ли ты снова участвовать в официальных играх, приезжать на БК, тренироваться с командой? На следующий буткемп я, скорее всего, приеду к Нави, Junior. То есть, и начну уже тренировки вместе с Амираном. Вот, я буду индивидуально тренироваться. То есть, вот так вот. Сейчас вы индивидуально не тренируетесь? А я просто наблюдаю за ребятами, вот так сказать, играю в ПЛЦ, стримлю, все это дело. Расскажи нам, как проходит твоя тренировка обычно? То есть с чего начинается, сколько длится? Так, ну смотри, я уделяю тренировкам, вообще игре КС я уделяю по 6-7 часов в день. То есть моя тренировка проходит вот так вот, смотри, я сначала захожу на банни-хоп. Это вот... Это я знаю. Банни-хоп, минут 20-30 я разминаюсь. Ну, не разминаюсь, просто прыгаю. Я могу рассказать, чем это связано. То есть, когда ты прыгаешь, ты крутишься на 360, то есть ты чувствуешь свою мышку больше и больше. Ты водишь ее по всему ковру, и ты ощущаешь. То есть, когда даже ты приходишь после школы или после улицы, у тебя рука вообще мышку не чувствует, ты просто водишь по всему коврику, и со временем она тебя чувствует. Потом я захожу на имбосс, на Fast Time Reflex, НТМ, где-то примерно, это занимает где-то по 40 минут. Во сколько ты обычно ложишься спать? Ну, примерно 1:30, в 2, ну, если... могу и в 2:30 лечь, по МСК. Ну, без разницы. Я кейсер, у меня как-то режим такой себе. Но я стараюсь держать его. Я хочу ложиться пораньше, но мне это не получается. Я всегда... меня затягивается разговор в TeamSpeak с Navi Junior. Ты приходишь со школы примерно в 2 часа дня, потом у тебя допы по английскому, а потом еще 7-8 часов игры. Ну, смотри... Как ты все успеваешь? Ну, смотри, то есть каждой неделе, например, вот понедельник у меня ничего нету, да, к примеру. У меня 6 уроков, я прихожу 1:30, сажусь, играю, могу, например, немного почилить, посмотреть какие-то видосики, но все равно в КС у меня уходит по 7-6 часов в день. Потому что, например, я могу часа 3 поиграть, например, с часу по 4 часа, например, 3 часа поиграю, потом немного отдохнуть, и, например, еще с 8 до 12 я могу поиграть. То есть все равно уходит 6-7 часов в день. Если, например, допы по английскому, у меня они во вторник и в пятницу, тоже также уходят по 6-7 часов, может быть, даже по 5 часов, может, уходит, когда у меня допы по английскому. Ты просто говоришь, что ты приходишь со школы, немножечко почилил, потом поиграл, потом опять почилил, поиграл. Где вот тот промежуток времени, когда ты учишь уроки? Ночью. Ну, серьезно, на самом деле у меня, я в 8 классе учусь, у меня, в принципе, сейчас
могу сказать, у меня 3 тройки за триместр уходит. Ну, 3 тройки, ну, это геометрия, физика, алгебра. Но на самом деле, если пройти алгебру, то алгебра крутой предмет. Ну, то есть мне он очень нравится, но у меня был такой промежуток, то что я отсутствовал в школе, и я не понял тему, и я получил там по одной теме там 3-4 двойки. И все, у меня, то есть у меня средний балл это 3. То есть физика, геометрия, я просто не понимаю ее. Вот, а по всем предметам у меня 5-4. То есть все круто. Какие у тебя планы на будущее? Давай начнем с учебы. Вот ты заканчиваешь школу, планируешь ли ты получить высшее образование? Я буду скорее всего, буду ходить после 9 класса. Потом, ну, в 10-11 классе тебя будут очень сильно запаривать, можно так сказать. То есть по предметам, по оценкам, по экзаменам. А после этого ты ушел, пошел в колледж. Вот, у тебя будет побольше времени, чем в 10-11 классе. Ты как считаешь, в целом киберспортсмену нужно вот высшее образование? Я на самом деле даже не думал об этом, вот честно. Ну, может быть, да. Возьмем, например, тебе уже там, например, ты играешь в КС, да, тебе уже, например, там 30 лет. И ты Зевс, да? Ну, нет, смотри, у Зевса, у него уже там есть, то есть у него, например, есть тоже ЦИС-лига, да, например, которая приносит ему какой-то, у него есть бизнес свой, можно так сказать. У него есть свой бизнес, и все, у него уже все будущее, можно так сказать, есть свое шоу. все в порядке, например. Ну, есть свое шоу, да. У него уже все в порядке. У него есть YouTube канал, который развит. То есть, все, человек, то есть у него все есть, в принципе. Возьмем, например, который. Ну, все, не будем брать никого. Возьмем только Зевса. Вот. А ты хотел Гвардиана взять? Эдвард боксом занимается, все хорошо. Гвардиан стримит, то есть типа жизнь налаживается. Кого ты смотришь на Ютубе? На Ютубе? Да. Всех, кого попало, вообще, на самом деле. В смысле? Типа ты такой зашел, типа, 10 интересных фактов про собак. Ну, давайте посмотрим. Ну, может быть и так. Ну, я смотрю больше кейсеров. Ну, кейсеров, например, Джордж. Ну, то есть ребят, которые какие-то делают нарезочки. То есть прикольно, там, например, открыть, попить, то есть поесть, покушать, посмотреть, как типа выбивают очень сильно. Вот. Прикольные видосы и... Какие у тебя цели на твою киберспортивную карьеру? То есть вот прям хотелось бы узнать что-то конкретнее. Ты хотел бы стать топ-1 мира, чтобы твоя команда была топ-10, выиграть мажор, обыграть Астралис, либо же там получить свое граффити. Вот есть что-то прям какие-то конкретные цели? Пока что я просто пока стримлю, то есть я хочу пройти в FPL. Вот, пока что у меня просто цель, ну, это FPL, и все. И просто я это делал стримить, чтобы люди наблюдали за мной игрой. Уже к 16 годам я планирую, ну, играть с командой, с хорошей. С какой? Ты просто так скрываешься, будто бы я такая думаю, может быть, он не с нами хочет играть? Играть, понятно, дело, снайп, то есть с командой, тренироваться, то есть и стать лучшей командой в мире. Вот, но для этого, конечно, нужны усердные тренировки. Ну, прям очень много нужно тренироваться. Вот, а потом уже как пойдет. Можно и забрать мажор. Астралис уже, наверное, не будет. На их место приехать другой. Ну, возможно, у них будет какая-то своя академия. Мини-Астралисы, они будут с вами файтиться на мажорах. Да, академия. Там Нави выиграет 100%. Ну, в общем, так. Если бы не КС, то что? Если не КС, то бизнес, может быть, даже я пошел бы на футбол. Может быть. Последняя книга, которую ты прочитал? Последняя книга Warcraft. «Ведьмак» или «Мандалорец»? Блин, ну что? Я знала. Мандалорец. Ах так. А «Ведьмаку» заплатите чеканной монетой, нет? Нет. «Зайву» или «Девайс»? Девайс. «Девайс»? Да. Почему «Зайву» топ-1? Как это работает? На самом деле, я в 2017 году, когда, ну, вообще, ну, Зайву не был таким популярным, он играл там в АА, у меня был такой друг, который сказал то, что вот запомни этого типа, его зовут Матхео Хербаут, он будет топ-1, и он сейчас реально топ-1, я вообще удивился. Последнее сообщение, которое ты отправил в Телеграме, но не мне. Последнее сообщение, это... Серьезно? Это я отправил Валерии... Я не знаю! Что ответить? А что я мог написать?
Ну, ты можешь открыть Телеграм и посмотреть. Я Ну, написал вот я- Валерий, нет. А что он спрашивал? Он А это можно? Можно ли посидеть, да? Можно ли посидеть с нами Сидеть в в интервью? скайпе с нами, да. Где можно встретить Моноси чаще всего? В Орехово. Прям сразу заезжаешь, ты такой на входе. Ну, привет. Ну смотри, у меня город не прям такой большой, то есть 120 тысяч населения, ну, как бы, я могу быть везде. Ну, может, Это звучит как название интервью. Я могу быть везде. Я могу быть везде. ну, в общем, кто живет в Орехово, приходите в Ашан, я там больше всего сижу. И напоследок ты можешь сказать пару слов нашим болельщикам и фанатам. Да, ребята, у кого остались вопросы, на которые я не ответил в этом интервью, обязательно пишите их в комментарии, обязательно я вам на них отвечу, Я проконтролирую. конечно. Также ставьте лайки, подписывайтесь на наши соцсети, вот. Илья немножечко стесняется, скорее всего, поэтому заглядывайте к нему в гости на стримы, также на его паблик ВК и на все его другие соцсети. Огромное тебе спасибо, что ты выделил время, ответил на все наши вопросы. Спасибо за то, что посмотрели этот ролик, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. А с вами была я, Блэк Банни, Илья Моноси. До скорых встреч! До скорых встреч!